Журналисты в очередной раз поиграли с Владимиром Путиным в игру «Назови Навального по фамилии». Они уже несколько лет этим занимаются, но пока не продвинулись дальше, чем этот господин или осужденный персонаж. Где этот господин не появляется, там всегда он что-то следит, как у нас говорят. Но всегда за ним какая-то проблема. И вот очередная попытка была в субботу на саммите Большой Двадцатки. Увы, она вновь не увенчалась успехом, и в ответе на вопрос, почему вы никогда не упоминаете Навального по фамилии, Путин все-таки умудрился не произнести это страшное слово. Но самое интересное, он объяснил, чем же ему так не нравится наша избирательная кампания. Я считаю, что мы можем иметь диалог, особенно с такого уровня, как президентский или правительственный уровень, с людьми, которые предлагают конструктивную повестку дня, даже критического характера. А если речь идет только о том, чтобы привлечь к себе внимание, то это неинтересно для диалога. Конструктива нет. Вот оказывается, в чем дело. И в этом все наши беды. Теперь понятно. Идет волонтер по улице, раздает наши листовки, а к нему такая полиция. Бах! Гражданин, конструктив предъявите. Нет конструктива, тогда пройдемте с нами. Или вот агитационные шары. Но посмотрите, ведь ни одного слова конструктива на них не написано. Но ведь можно было бы хотя бы маленькими буковками написать «Слава великому Путину» или «Путин 2048». Но ведь нет этого. Поэтому, понятное дело, место такого воздушного шарика в отделении полиции, где на него будет оформлен протокол за игнорирование конструктивной повестки. Но вот на это посмотрите. За что нас задержали, товарищи? Назовите, пожалуйста, ваши имена и покажите ваше удостоверение. Это нам надо. Вы опять нам представиться. Может, вы просто какие-то, не знаю, бандиты? Да, мы террористы. Всем привет, друзья. Меня зовут Августа. Сегодня я одна из первых была задержана. Ну противно же, просто противно. Посадили тебя в автозак. Ну скажи что-нибудь конструктивное через эту железную дверь. Ну что ты там конючишь? Предъявите ваши документы, за что вы меня задерживаете? Ну это вообще ни капли не конструктивно. Ну шепни тихонько через замочную скважину. Товарищи полицейские, я поддерживаю переизбрание Владимира Владимировича Путина на еще один срок, потому что 18 лет ему мало. Хочу, чтобы он был у власти 24 года. И это будет как в детской книжке. Улыбающийся полицейский откроет тебе дверь и скажет: ну наконец-то, конструктив. Вот теперь тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я. Да, мы с треском провалим любое соревнование по конструктиву, потому что ведь мы даже не стараемся, а надо пытаться, надо ориентироваться на метров. Посмотрите, Владимир Соловьев. Взяли картинку с того же саммита, аккуратненько наклеили на нее Путина и в Твиттер с надписью «Лучше 1000 слов». Красиво же и конструктивно. Мы так никогда не сможем. Поэтому, конечно, правильно. Все выходные московская полиция была занята только тем, чтобы ловить наших неконструктивных агитаторов. Подумайте сами, за выходные в Москве в среднем совершается всего лишь 533 кражи, 40 грабежей, 8 разбойных нападений и 3 убийства. Какой смысл полиции тратить время вот на эту ерунду, когда посмотрите на эти бандитские физиономии? Они бродят по городу, они раздают листовки, они агитируют, смущают граждан, спорят с телевидением. Безобразие. Конечно же, в 2017 году, накануне президентских выборов, полицейские должны себя вести не так. Андрюха, у нас труп. Возможно, криминал. По коням. Андрюха, у нас воздушный шарик. Возможно, за Навального. По коням. Иначе ведь случится страшное. И вот эти самые кошмарные люди, волонтеры с листовочками и газетками в руках, они ведь просто возьмут и переагитируют полстраны. И выяснится внезапно, дорогой Владимир Владимирович Путин, что это у вас нет конструктива, а не у нас. Потому что наши требования к вам, к вашей семье и вашему окружению – перестаньте воровать. Очень конструктивно. Потому что коррупция препятствует экономическому росту. Коррупция делает реформы невозможными. Коррупция просто снижает зарплаты людей.
Мы предлагаем отправлять на скамью подсудимых чиновников, которые не могут объяснить источников происхождения своего богатства. Это работает во всех развитых странах, и это очень конструктивно. Мы предлагаем судебную реформу, которая сделает судей независимыми, а суды честными. На мой взгляд, это довольно конструктивное предложение, ну правда ведь? Мы предлагаем идти по пути богатых и развитых стран и установить минимальную зарплату в России на уровне 25 тысяч рублей. Очень конструктивно, продумано и с опорой на международный опыт. Но чем вам это не нравится? Мы живем в 21 веке и знаем, что сейчас страны становятся богатыми не на нефти и газе, а на людях, на человеческом капитале. И поэтому, да, мы предлагаем повысить в 2 раза расходы на здравоохранение и образование, которые вы постоянно снижаете. И деньги для этого есть. Их нужно перераспределить из безумного, раздутого военно-полицейского бюджета, который вы постоянно повышаете для того, чтобы просто защищать свой режим. А вот смотрите еще, как конструктивно. Любой опрос показывает, что больше 70% граждан выступает за прямые выборы мэров и губернаторов. И это часть нашей программы. Очень конструктивная часть. И это вы, господин Путин, вместе с вашей недобитой Единой Россией действуете абсолютно неконструктивно, отменяя выборы по всей стране, несмотря на то, что граждане России категорически против этого. Поэтому, дорогой Владимир Владимирович Путин, зайдите на сайт 2018navalny.com. Увидите, что наш-то подход поконструктивнее вашего. Мы предлагаем реальные вещи, которые уже завтра изменят жизнь к лучшему. А вы-то нас кормите только рассказами о том, что 18 лет у власти это очень мало. И вот подождите еще немножко, затяните пояса, потерпите. Вот-вот начнутся изменения. Отскок в плюс, последующий рост и выход из сегодняшней ситуации неизбежен. Мы в это не верим, потому что это очень неконструктивно. Подумайте об этом и обязательно подпишитесь на наш канал, потому что здесь говорят правду, в отличие от вашего лживого, неконструктивного телевидения.